Не за разбой и не за злато мы перед вами предстоим. Сегодня здесь, как в дни Пилата, Христос Спаситель наш судим, святой пророк. «Ты дорог в очах моих, — говорит Господь». В момент, когда рождается человек, перед ним открывается вечность. Наша жизнь — это лишь мгновение в этой вечности, мгновение, дарованное нам Господом для того, чтобы прожить его полно, чтобы научиться делать выбор. Каждому человеку предоставлена уникальная возможность сделать мир хоть немного лучше. Николай Петрович Храпов — человек особенной судьбы интересной, целенаправленной, полностью посвященный Господу и Его святой воле. Такой судьбой прошли немногие, но они до последнего дыхания оставались верными Богу. Отец Николая Петровича, Петр Иванович, и его жена Степанида Ефимовна были одними из первых в России, кто принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. До того времени жили в неведении, как большинство православных людей. Петр Иванович горячо провозглашал истину людям, среди которых он жил. Вскоре он создал церковь, которую возглавил, был избран пресвитером. Первый арест не заставил долго ждать. В 1930 году Петр Иванович был осужден к 3 годам высылки и был лишен права вернуться на прежнее место жительства. Он обвинялся в том, что был организатором и руководителем церкви. Второй арест последовал в 1937. Постановлением Тройки ему был вынесен приговор – расстрел. Приговор приведен в исполнение 21 августа 1937 года. Петр Иванович был рожден в 1888 году, умер в 1937. Пример отца в верности Господу глубоко запал в сердце сына Николая, которому в то время было 23 года. Память об отце Николай Петрович свято пронес через всю свою жизнь. С самого раннего детства в жизни маленького Коли принимала большое участие бабушка Катерина. Богобоязненность и трудолюбие бабушки помогли сформироваться Николаю в серьезного юношу. Уже в 15 лет он вынужден был оставить дом и отправиться на поиски средств существования. Самостоятельная жизнь с головой захлестнула его. Находясь далеко от родных и близких, позабыв о наставлениях отца, юноша погрузился в водоворот мирской суеты. Пройдя суровые уроки жизни, Николай уже к 20 годам работал на машиностроительном заводе и учился в университете на 3-м курсе. Но очи Господа были направлены на свое чадо. Бог послал ему чудесную встречу с христианами, пригласившими его в церковь. Первое служение произвело потрясающее впечатление и привело его к искреннему покаянию. Это был уже 1935 год. Перемены в нем не остались незамеченными. Огонь, который Бог зажег в груди, уже невозможно было потушить. Всенародное исповедание Бога своим личным Спасителем повлекло за собой первый арест. 10 февраля 1935 года он был арестован и осужден на 5 лет лишения свободы. После окончания этого срока оставлен на Крайнем Севере до особого распоряжения еще на 7 лет. Только спустя 10 лет после покаяния он смог подтвердить свое упование, принимая крещение в ледяных водах реки Детрины, приток Колымы. Заочно, через брата Николая Александровича Короткова, отбывающего срок за верность Господу, там же, на Колыме, Николай знакомится с девушкой-христианкой Лизой Чекашкиной. Так, 3 марта 1946 года в городе Ташкенте состоялось бракосочетание между Николаем Петровичем Храповым и Елизаветой Андреевной Чекашкиной. И снова север, только теперь уже вдвоем с верной подругой. Быстро пролетел первый год их совместной жизни, к концу которого официально было объявлено об окончании срока. Возвращение в Ташкентскую церковь все ждали с нетерпением. Начались годы пробуждения. Богу нужны работники в его винограднике. Николай Петрович был рукоположен на благовестника.
Снова арест. Николай Петрович осужден на долгих 25 лет лишения свободы. В Ангарске, в одном из лагерей, он встретился с писателем, который знакомит его с основами стихосложения и рифмы. Там же появляются его первые стихи, посвященные детям, жене, гонимой церкви, стихи о Божьей любви. По своей великой милости Господь сократил срок скитаний по Дальнему Востоку и Сибири. Амнистия по смерти Сталина дала свободу многим. Шел 1956 год. Бог использует верных ему учеников и посылает их на труд. По освобождении семья Николая Петровича выезжает на место жительства в город Йошкар-Ола для служения среди марийского народа. Спустя год они вернулись назад в Ташкент. По возвращении 18 марта 1961 года он вновь был арестован и приговорен к 7 годам лишения свободы по политической статье. Отбывал этот срок на территории Мордовии, станция Потьма. Вместе с ним в лагере было около 600 человек различных вероисповеданий и социального положения: врачи, профессора, ученые, поэты и писатели. После 3 лет заключения Николай Петрович был реабилитирован, и обвинение было снято. В своих пожеланиях к праздникам, дням рождения, годовщинам он выражал переживания своей души. К 25-летию, ко дню совместной жизни, Николай Петрович пишет: «Лиза, поздравляю тебя с этим знаменательным юбилеем. Как немногие обладают этим счастьем. Подобно этой шхуне жизненная буря метала по волнам нашу с тобой семейную ладью. Да и поныне. Но берега уже видны, и горы, к которым возводим наши очи. 25 лет ни единой обоюдной измены, ни одного оскорбления, ни тени охлаждения любви. Здоровы, ничего не потеряно, много приобретено. Слава Господу! Целую тебя крепко, как 25 лет назад. Твой муж Николай». В период долгих разлук с семьей, женой и детьми свидания были редкими, поэтому он посылал слова ободрения, утешения и наставления в письмах. 4 мая 1971 год. Семья моя, детки и Лиза, мир вам! Благодарю Бога за спокойствие дневное и ночное, за уверенное ожидание грядущих милостей Божьих. И верю, и чувствую, с каким волнением ожидает моя дорогая семья. А больше всего хлопот – это, конечно, у тебя. Хвала тому, кто и шумливой семьей нас наделил. Во встречах дал нам испытать волнующую сладость. Да посмотри, как скорби могут украшать нашу жизнь. Какой узорной каймой. Целую тебя, детей. Папа, муж. В 1964 году был избран пресвитером Ташкентской церкви на Куйлюке и одновременно руководителем Совета Среднеазиатского объединения. Но ровно через 2 года его вновь осуждают, уже в 4-й раз, к 5 годам лагерей строгого режима, который он отбывал в городе Бухара. Изнурительная борьба не ослабляла, но закаляла его духовно, укрепляла в вере. Долгожданный майский день 1971 года. День радостной встречи с родными и друзьями после 5-летней разлуки. Последний срок в бухарской тюрьме был особо тягостным для Николая Петровича. С возрастом ему все труднее становилось переносить знойный климат Узбекистана, поэтому было решено переехать в город Ростов-на-Дону. Попытка найти свое место в жизни на свободе не увенчалась успехом. Устроившись на работу, через полгода был уволен, и старания найти работу ни к чему не привели. Постоянные преследования органами КГБ вынудили его перейти на нелегальное положение. Жить дома с семьей стало небезопасно. Сердце рвалось к родным,
и Бог давал ему короткие встречи с любимыми женой и детьми. Началась новая волна скитаний из города в город, из дома в дом. Рискуя благополучием своих семей, братья и сестры открывали двери и сердца перед скитальцем. В городе Харциске в семье Михаила Тимофеевича Шаптала, в Черчаке в семье Густава Бахман повторно создавалась книга «Счастье потерянной жизни», первые рукописи которой были изъяты в бухарской тюрьме. Мысль написать книгу вынашивалась еще с молодых лет. Жертвенная жизнь и смерть отца оставили неизгладимый след в душе юноши и помогли осуществить мечту. Книга «Счастье потерянной жизни» отображает волнующую и правдивую историю его жизни. Где подлинная любовь ко Христу, там крест. Эта истина, исходящая из самой сути Нового Завета, осознанно, испытана и отражена им также в его стихах и прозе. Всего было написано 55 стихов и поэм, часть из которых воплощены в гимны, которые до сего дня поются в церквах. Много приходилось скитаться Николаю Петровичу по разным городам и селам России, Сибири, Казахстана, Узбекистана, одному или вместе со своей семьей, верной женой Елизаветой Андреевной и детьми, скрываясь от бесконечных преследований за веру. Его жена, перенесшая много лишений и страданий, отошла в вечность в 1980 году, во время его последнего заключения в тюрьму в городе Шевченко, Мангышлакская область. Николай Петрович пишет: «Детки, сегодня у нас же годовщина нашего глубокого траура по утрате нашей дорогой мамочки. С ней я в любви прожил 34 года. Дай Бог с вами удостоиться с ней желанной встречи у Господа. Постоянно вспоминаю всех вас в молитве. Многие просят хоть немного написать, но ответить на их письма не могу. Поясните, что я имею очень ограниченную возможность. Пусть отпускает хлеб свой по водам. У меня моя старость все чаще дает чувствовать себя, но источник обновления никогда для меня не пересыхал. Будьте дружелюбны между собой, и ваш уют будет еще милее, и другие в нем отдохнут. С любовью к вам, ваш папа. 22 апреля 1981 год». Утрата любимой жены была дополнительным ударом для него. Он скончался в 1982 году, 6 ноября, в лагерной больнице. На 68-м году жизни ушел домой к Отцу Небесному, обретя, наконец, полную свободу во Христе Иисусе. Но день придет, и скажет Бог всесильный: довольно север, узников отдай. Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай. Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу. Проводить его в последний путь собрались многие верующие из разных городов. Бог показал, дорога в очах Господа смерть праведника. Вереница машин и автобусов с верующими, приехавшими проводить последний путь скитальца в вечный дом, на протяжении всей дороги от молитвенного дома до кладбища сопровождалась стражами правопорядка на машинах и мотоциклах. О таких людях не говорят, как об умерших. Они остаются в памяти живых, живыми навсегда. Николай Петрович прожил короткую жизнь, 68 лет, из которых 29,5 лет провел в заключении за имя Господа. В итоге перенесенных страданий и лишений хочу сказать, как пред Господом моим: если бы кто спросил меня, чего бы я пожелал для себя, хочу всем сердцем и неуклонно остатки дней своих следовать за Иисусом. Хочу свято и богоугодно исполнять служение мое в Доме Божьем на том месте, на котором поставил меня Господь. Аминь.
Его произведения широко известны среди христиан. Они неоднократно печатались и переиздавались в разных странах мира. И сегодня христианская молодежь с интересом читает и слушает истинного страдальца за Слово Божье. Проповедник Евангелия, духовный наставник и искренний друг, поэт и писатель, христианин, многолетний узник за Слово Божие получил свое счастье, счастье потерянной жизни.